Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня в видео речь пойдет о моем платье, которое я очень хотела связать до Нового года, но новогодние хлопоты не дали этим планам осуществиться. И довязала я его уже в январе, и это первая моя работа января. Это платье задумывалось по подобию платья солнечное, которое я связала летом. Платье с завышенной талией. Значит, в платье солнечном у меня ажурная кокетка, связанная крючком. Здесь все изделие полностью связано спицами. Но идея такая же. И ярусная юбка. Завышенная талия и ярусная юбка. Для этого платья я выбрала очень классную пряжу. Это пряжа итальянского производства. Купила я 2 бобинки одного артикула, 2 цвета. И когда пряжа пришла, ни тот, ни другой цвет в действительности не совпадал с фотографией. Но так часто достаточно бывает. Вот этот цвет назывался бирюзовый, по-моему. Но по факту он мне больше напоминает приглушенный мятный цвет. Что это за пряжа? Это пряжа от известной фабрики Luxury Selection. Называется Mio Baby. Здесь абсолютно натуральный состав. 50% Baby Alpaca, 50% Merinos Extra Fine. В 100 граммах 325 метров. Причем этой пряжи я заказывала, когда заказываю, я знаю, сколько мне, например, нужно на джемпер. И я заказала эту пряжу на джемпер, по-моему, 350 граммов. Ниточка, я знала, что мне хватит. А задумала вязать платье. И на мое счастье, эта пряжа оказалась в остатках, и я купила еще одну бобину 300 граммов. На платье у меня ушло 412 граммов. 412. Платье получилось тонким. Тонкое платьишко. Тепленькое. Легкое. Учитывая то, что здесь юбка ярусная. Конечно, с платьем солнечным здесь пряжа абсолютно другая. И получился эффект немножечко другой. Здесь получилась верхняя часть более приталенная и юбка не такая пышная. Но конструкция все-таки сохраняется. Здесь нет ажурной каймы. Низ платья у меня связан уплотненным краем и айкордом крючком. Сантиметры ярусов такие же. И кокетка у меня здесь связана спицами. Я выбирала узор, чтобы он был какой-то ненавязчивый, но все-таки мне хотелось, чтобы это был узор. Напоминает мне бабочек, маленьких бабочек. Значит, здесь конструкция платья. Сначала вяжется кокетка вверх. Здесь вяжется кокетка 2 отдельными деталями. Сначала вяжется спинка, потом вяжется вперед. Это вот здесь сверху маленькие швы, вот они. А дальше уже от кокетки платье у меня вяжется вниз. Здесь по кругу без швов юбка. Платье связанное по кругу без каких-либо швов. Рукав вточной длинный на манжете. На манжете. Рукава тоже с таким же узором, как и кокетка. Горловинку мне не хотелось в этом платье ничего такого, знаете, навязчивого. Я решила слегка только сделать обработку. И здесь у меня айкорд крючком. Айкорд крючком.
Вот так получилась такая интересная модель. У меня есть шотс. Я запустила сначала шотс, хотя я делаю совсем иначе, наоборот. Но вроде как изделие связано. Мне хотелось показать, что получилось, потому что очень много в комментариях спрашивали про это платье. И это платье готово. Я его еще не надевала. Вот завтра в этом платье я пойду. Платье я очень люблю. В моем гардеробе всегда есть такой предмет одежды, и не только вязаные платья, но и покупные. Мне очень нравится этот формат одежды. Ну а зимой теплое платьишко — это просто замечательно. По большей части я вязала, используя модель приталенная прямого силуэта. Мне подобные модели также очень идут. Мне нравятся такие платья с какими-то аранистыми узорами. Но, как я говорю, все течет, все изменяется, и хочется пробовать что-то новое. А когда я связала платье солнечное, я поняла, что и в теплом формате я хочу попробовать связать такую модель. И так как у меня платье солнечное в платном формате, описание в платном формате, то и на это платье тоже будет платное описание. Оно будет в себя включать файл в PDF формате, плюс сопровождающее видео, в котором собраны фрагменты подсказки, как выполняется то или иное действие. Кому будет интересно, данное описание вы найдете на платформе Boosty. Ссылочка в описании к видео. Ну а для мастериц, которые могут сделать все сами, здесь, в принципе, формат такой достаточно несложный. И, конечно же, используя мою идею, вы можете составить что-то свое. Но то, что получилось, я очень довольна. Завтра буду форсить в этом новом платье. И уже когда надену его несколько раз, обязательно расскажу свое впечатление и об этой пряже, и об этом изделии, как вообще, как оно будет носиться. Это мне тоже очень и очень интересно. Вообще, изучая бобинную пряжу, а в последнее время я достаточно много вяжу именно из бобинной пряжи, мне очень и очень нравится. Еще в прошлом году мне очень многие девочки писали, чтобы я попробовала именно состав пряжи, в котором есть альпака. Но альпака имеет свойство колкости, а вот бэйби альпака, она не колючая. И продавец, который продавал эту пряжу, было написано в описании, что это очень мягкая пряжа, которая подходит даже деткам, то есть и людям с чувствительной кожей. Она действительно мягенькая, поэтому я и решила использовать ее для вязания платья. Под это платье я не планирую надевать никаких сорочек, ни подъюбников. Мне это не нужно. Я буду надевать просто на белье. Но потом уже, когда пройдет какое-то время, обязательно расскажу. Наверное, как раз в итогах января расскажу вам, как это платье ведет себя в носке и насколько эта модель действительно хороша или есть какие-то у нее минусы. Посмотрим. Для всего нужно время. Благодарю вас за внимание. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.